Привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам историю. Эта история называется «Карлсон, который живет на крыше». Эту историю написала шведская писательница Астрид Линдгрен. Однако по этой истории был снят знаменитый советский мультфильм, который я вам рекомендую посмотреть. И на основе этого мультфильма сегодня мы посмотрим эту историю. Ну что, вы готовы? Поехали! Жил-был малыш. Вот этот мальчик. Звали его Сванте, но никто не говорил это имя. Люди просто в его семье звали малыш. И он был из Швеции. Да-да, из Швеции. Он жил в Стокгольме, в столице Швеции. Да? Столица — это у нас Москва, столица, Париж, столица, Вашингтон, столица. Да? Он жил в столице Швеции, в Стокгольме. И он был очень грустный. Да, очень грустный мальчик. Но почему он был такой грустный? А дело в том, что он очень сильно хотел иметь собаку. Да, он сильно хотел иметь собаку. И каждый раз, когда он шел на улицу, и на улице он видел собаку, ему так нравилось видеть эту собаку. Ему так нравилось видеть этих собак, и он всегда хотел иметь свою собаку. И вот однажды он шел по улице, да, он гулял на улице, и он увидел эту красивую белую собаку. Он подумал, у нее нет хозяина, да? Хозяин — это как человек, чья это собака. Например, я хозяин моих собак. У меня есть 3 собаки, да, я их хозяин. Ну вот, и у этого щеночка он не видел хозяина, а потом он увидел одного мальчика, и этот мальчик был очень строгий, да, он говорил: «Эй, ты, маленький щенок!» Да, щенок — это маленькая собака. «Иди сюда!» И у него в руке, видите, была как такая металлическая палка, и он мог бить или угрожать этому маленькому щеночку. И он такой: ой-ой-ой, щеночек боится. И тогда Сванте, малыш, он понял, что нужно защитить маленького щеночка. И он подошел к этому мальчику, и он говорил: «Ты чё делаешь с собакой? Ты чё?» А этот мальчик: «А ты чё? Ты кто такой?» А Сванте: «А ты кто такой?» И они начали тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ драться. Потом, когда он пришел домой, его мама увидела: «О, боже мой, мой сын, да, у него здесь пластырь, потому что он подрался». И он сидел такой сердитый дома, да, за столом. А у него есть большая семья, да? У него есть папа, мама, у него есть брат и сестра, они близнецы, да? Близнецы. И вот есть малыш. И малышу всегда было так грустно. Он говорит: вот папа, у тебя есть мама, мама, у тебя есть папа, брат, у тебя есть сестра, сестра, у тебя есть брат, а я один, совсем один, я только хочу собаку». Вот. И мама говорит: «Ну что ты, не надо из-за собаки драться». Вот. После этого он идет в свою комнату, и ему очень грустно, очень-очень грустно. Сидит он в комнате, сидит он на подоконнике, да? Вот это мы называем подоконник, да? То есть у нас есть окно, да, окно, и можно сидеть на подоконнике. Кстати, он сидит очень так опасно, можно легко упасть вниз.
с подоконника на улицу. Но он сидит аккуратно. Но он сейчас очень злой, потому что у него нет собаки. Он не хочет играть с его игрушками. Но в этот момент он слышит звук маленького пропеллера. Он смотрит на улицу, а на улице мимо его дома пролетает маленький человек. Да? Этот человек, и у него есть пропеллер на спине. Да? Это мы называем пропеллер. Да? Как у вертолета. Да, есть пропеллер. Или как вентилятор, да, когда мне жарко, я включаю вентилятор, у вентилятора тоже есть пропеллер. Вот. Этот маленький человек с этим пропеллером летит мимо его дома. И у него есть здесь маленькая красная кнопочка, да, кнопочка. Вот. После этого он подлетает к дому малыша. Он залетает к нему в окно и садится, да, он садится на его подоконник, да, вот так, да, садится на подоконник. И он говорит: «Привет, а ты кто?» Он говорит: «Я малыш». «Малыш! А меня зовут Карлсон». То есть этого человечка с пропеллером зовут Карлсон. Он говорит: «О, правда?» Он говорит: «Да, меня зовут Карлсон». «Сколько тебе лет?» спрашивает Карлсон малыша. Он говорит: «Мне 7, а я думал 8». После этого малыш спрашивает: «А сколько тебе лет?» Он говорит: «Я мужчина в самом расцвете сил». То есть в самом расцвете сил это значит, что не молодой, не старый, да? Вот. И потом он видит, что у него есть эта кнопочка, да, кнопочка. И малыш хочет нажать на кнопочку. Он говорит: «Можно?» Он говорит: «Давай!» Он нажимает на кнопочку, но пропеллер не работает. И тогда Карлсон говорит: «Нужно варенье. У тебя есть варенье?» Малыш говорит: «Да». И он принес ему банку варенья. Он говорит: «О, мое любимое варенье». Да? И он начинает пить целую банку. Да? Это целая банка, большая банка варенья. Он пьет банку, всю банку выпил, и теперь у него есть энергия. Это его как бензин. И теперь мальчик нажимает на его кнопку, и тогда Карлсон начинает летать по его комнате. Да? Он как маленький вертолетик. Он летает, и он говорит: «Ну что, малыш, давай шалить». Да? Шалить значит как хулиганить, шалить. Вот. И он начинает играть с его игрушками, начинает баловаться, шалить, вот. И потом он залазит на люстру, да, вот это мы называем люстра. Он залазит на люстру и начинает раскачивать люстру вот так. Он говорит: «Аккуратней, она может упасть». Он говорит: «Ничего страшного, я тебе завтра 5000 новых люстр могу принести». Он играет, да, катается, качается на этой люстре, а потом и бам! Люстра падает вниз и разбивается. Да? Люстра упала и разбилась. Мальчик думает: «О, как весело! Хе-хей!» Вот. Но, конечно, мальчик понимает, что сейчас у него будут проблемы. Он говорит: «Ой, а что папа скажет?» А мальчик говорит, Карлсон говорит: «А что папа скажет?» Он показывает вот так. То есть папа скажет, что у тебя будут большие проблемы, малыш. И Карлсон понимает, что мне пора. Он говорит: «Все, малыш, спасибо, я полетел». И Карлсон в этот момент, он улетает из комнаты в окно.
И именно в этот момент, когда Карлсон улетел из окна малыша, в комнату заходит его семья. И они видят, о боже мой, малыш! Они видят, что у него полный беспорядок, полный бардак. А малыш говорит: спокойствие, только спокойствие, ничего страшного, да, дело-то житейское. Это те фразы, которые Карлсон говорил ему. То есть, значит, что все будет хорошо, спокойно, да? Вдох, выдох, спокойствие, только спокойствие. Но, конечно, родители не послушали маленького малыша и поставили его в угол, да? Это мы называем угол, да? Они поставили его в угол. Когда я был маленький и хулиганил, меня тоже в детском саду и дома меня ставили в угол. Друзья, а вас ставили в угол, когда вы были маленькие, или нет? Скажите, пожалуйста. Кстати, друзья, забыл сказать, мой веб-сайт только что вышел. Посмотрите, пожалуйста, протестируйте его. Если найдете какие-то ошибки, дайте мне знать и другим знать. Буду очень благодарен. Веб-сайт, вот ссылка russianstorytellers.com. Это веб-сайт моей школы. Там будет информация про наши классы. Ну, вы знаете, больше не буду вас беспокоить. Ну и вот, мальчик стоит, поставили его в угол, а папа с его братом, с его сестрой, с мамой, они идут в кино. Вот. А мальчик, да, малыш, один остался дома. Потом он стоит и слышит в его комнате. Он говорит: «Карлсон!» И приходит в комнату, а Карлсон сидит, уже ест его варенье. Он говорит: «Слушай, малыш, у тебя такое вкусное варенье, а ты знаешь, я болею сейчас». Болею, да, болею. Малыш говорит: «Правда?» Он говорит: «Правда, правда, и мне надо много варенья, чтобы чувствовать себя хорошо». Он говорит: «Но, ой, я такой болею, я так болею, я самый больной человек в мире». Да? Малыш говорит: «Ну, это неправда». Он трогает его лоб, да, и он не горячий. Он говорит: «Но ведь ты не болеешь». Он говорит: «Болею. Мне нужно много варенья, а также конфеты и шоколад». «А давай, — говорит, — пойдем ко мне домой в гости, да, в гости к Карлсону, и там ты будешь моей мамой и будешь ухаживать за мной, как будто бы я больной человек. Согласен?» И он говорит: «Хорошо». После этого он написал записку, да, тут написано: «Я наверху у Карлсона, который который живет на крыше». То есть здесь много ошибок, да, потому что нужно писать по-другому. Но он маленький мальчик, он не знает, как писать. То есть он наверху, на крыше, да, крыша дома, вот, и он у него в гостях. И вот сейчас Карлсон и мальчик, они летят по Стокгольму. Видите, малыш на спине Карлсона, и в руках у него варенье, конфеты, шоколад, потому что Карлсон очень болен, да. Они летят вместе по городу, и потом они прилетают в дом Карлсона. А дом Карлсона, смотрите, какой маленький, уютный домик, находится на крыше другого дома, да? Очень интересно. Вот. И он говорит: «Добро пожаловать, мой дорогой друг Карлсон. Ну, и ты, заходи». То есть он говорит добро пожаловать себе, а не малышу. Вот. Они заходят к нему в дом, и Карлсон ложится на кровать и говорит: «Вот, смотри, я самый больной человек в мире. Мне нужно варенье». И малыш смотрит на него, он говорит: «Ну ты что? Давай быстрее! Варенье!» И он наливает одну капельку варенья на ложку, да, и дает ему. Он смотрит: «Одна ложка. Давай-ка мне целую банку сразу». Берет банку и выпивает всю банку варенья и говорит: «Чудо!
случилось чудо, да, чудо, так, вау, чудо, друг спас друга. То есть теперь он чувствует себя хорошо. Он говорит, ну что ж, пойдем гулять, можно и пошалить, да, хулиганить. Берет банку, выбрасывает, и она разбивается. Пш! После этого два друга идут вместе по крышам Стокгольма, ищут приключения. Мы говорим на жопу приключения. Не тут-то было. Они видят два каких-то бандита, да, какие-то очень нехорошие люди, воры. Они что-то делают, идут по крыше. И они говорят, смотри, малыш, это жулики. Да, жулики. Сейчас мы посмотрим, что они там делают. Они заходят вниз, спускаются в, как это называется, чердак, да, это чердак, верхняя часть у дома, и в этом чердаке кто-то, люди, они сушат их белье, да, это белье, они его сушат, потому что оно было мокрое, они стирали его, да, потом оно было мокрое, и они повесили белье, чтобы оно было сухое, сушить белье. А эти жулики, они хотят брать это белье. Нехорошо. И тогда Карлсон говорит, сейчас мы их проучим, будем делать воспитательную работу. То есть мы, проучим, значит, дадим им урок. Вот. И он прячется за одним одеялом или простыней и рисует на этой простыне два глаза и вот такой рот. И он говорит, лучшее средство от жуликов – это привидение. Кто такое привидение? Да? Привидение – это привидение. И он привидение с мотором, с пропеллером. И он начинает подниматься вверх, и жулики видят, о, боже мой, это привидение. Он такой, вот. И они очень сильно боятся, он за ними бежит, они убегают и бросают все их простыня, всю одежду. Вот. И после этого малыш смеется с Карлсоном вместе, как они вдвоем победили жуликов. А потом они слышат на улице внизу и подъезжают пожарные машины, поднимают лестницу, да, вот, у них есть лестница. И один человек поднимается, Карлсон говорит, о, малыш, это ведь за тобой приехали. Ну вот, мне кажется, пора уже идти. Да, все, давай, до свидания. И когда поднимались полицейские, пожарные или спасатели, конечно, Карлсон улетел. То есть, получается, в каждый момент, когда приходили другие взрослые, конечно, кроме момента с жуликами, никто не видел Карлсона. И люди думают, Карлсон реальный или нет? Или мальчик его придумал? Затем, уже дома, малыш лежит на кровати. И мама его говорит, малыш, ну что же ты делаешь? Мы ведь так сильно переживали. Ты ведь мог упасть с этой крыши. Но малыш говорит, мама, ну ничего страшного. Какая разница, если меня не будет? Она говорит, ну что ты? Мы тебя ни за какие деньги, ни за какие сокровища мира не отдадим. Мы тебя очень любим. Он говорит, правда, правда, за 100 тысяч миллионов не отдадите. Да, за 100 тысяч миллионов не отдадим. О, хорошо, вот мне бы только собаку, и было бы все хорошо. Затем у него день рождения. День рождения маленького малыша. Малыш кушает его торт, счастливый, да, красивый торт с свечками, да, это свечки. Сколько ему лет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нет, у него вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ему 8 лет сегодня. О, очень большой. Кушает торт. И потом он говорит, он заглянул под его кровать и говорит, мама, папа, а где собака?
Папа такой: «О, боже мой, спокойствие, только спокойствие». И побежал куда-то. А мальчик думает: ну все, у меня никогда не будет собаки. И он плачет под подушкой, да? Это у него подушка. Вот. Он спрятался под подушку и плачет там. Никогда не будет собаки. Я всегда буду один. Вот. И он потом слышит, кто-то за его кроватью делает смешные звуки. А ведь это Карлсон. Он снова пришел к нему. Он говорит: «Привет, малыш! Я пришел к тебе на твой день варенья. О, день рождения». День варенья. Популярная фраза, кстати. И он говорит: у тебя есть торт. Вот это хорошо. Он говорит: у меня 1 торт и 8 свечек. Он говорит: 8 свечек? А давай лучше 8 тортов и 1 свечка. Так будет лучше. И начинает кушать этот торт. А малыш говорит: ну что же ты, Карлсон, ведь ты знаешь, счастье, оно не в тортах. Как? Ты что, говорит, с ума сошел? Как это не в тортах? А в чем же тогда счастье? Да, то есть мальчик говорит, что счастье не в торте. А Карлсон не понимает, потому что он любит торты, он любит варенье. Он говорит: как же так? Счастье не в тортах. Он говорит: счастье в собаках. Я хочу собаку. Собаку? Собаку? Ну, малыш, а как же я? Я же ведь лучше собаки. И потом малыш, он слышит за его дверью в квартире маленький звук, лай. Тяф, 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 тяф. Он говорит: Карлсон, подожди секундочку, пожалуйста, никуда не уходи. Он выбегает из комнаты очень быстро, и там маленький щенок. Он говорит: собака, собака. И собака маленькая, милая, такая смешная, пришла к нему в гости. Теперь у него есть собака на день рождения. И мама-папа смотрят, как их счастливый сын с их собакой. И он такой: собака, собака. Очень счастливый мальчик. Да, и собака его облизывает. Вот. Потом он берет собаку и бежит к себе в комнату. Говорит: Карлсон, Карлсон, смотри, у меня есть собака. Но Карлсона уже нет в комнате. Как мы говорим, его и след простыл. То есть он ушел. После этого малыш подходит к окну и смотрит: но где же мой друг Карлсон? И на этом история заканчивается. Ну что, друзья, спасибо, что смотрели эту историю. На самом деле, это первая часть истории о Карлсоне. Если вам нравится эта история, и вы хотите слышать вторую часть, то я сделаю другое видео. Скажите мне об этом в комментариях. Отдельное спасибо хотел сказать всем моим патронам, а в частности моим супер патронам, таким как Джоэл, Джефф, Джош, Холли, Андрея, Майкл, Кайл, Мелисса. Очень-очень большое вам спасибо. Если вы тоже хотите поддержать меня на Патреоне, переходите, пожалуйста, ссылочка там или там. Для патронов, кстати, у меня скидка на уроки в школе большая. Всегда рекомендую посмотреть. Но только это секрет. Хорошо? Ладно. Все. До скорого, друзья. Пока-пока.